Какие упражнения качают спину лучше всего? Сегодня мы с вами поговорим, почему многие качаются годами, а результата нет. Разберем 3 упражнения, которые реально работают, а не тратят ваше время. Какое из них использовал Арнольд Шварценеггер, но с годами его почему-то забывают, а зря. Большинство людей мало времени уделяют спине на своих тренировках. И не видно результатов в зеркале. Когда ты качаешь руки, ты хотя бы видишь, что ты качнул руки, а спину ты как посмотришь на спину? То есть тебе тяжело, воспринимать, и поэтому ты бездумно к ней относишься. Слабая спина в жизни приводит к многим бытовым проблемам. Чуть-нибудь поднял сумки на этаже, все, спина болит. Поднял ребенка, спина болит. Отсюда поясница отваливается, шея болит. Приводит к катастрофическим последствиям, если ей не заниматься. Многие думают, что важно подтягиваться, но давайте будем честны. Подтягиваться хотя бы 10 раз, но на это способен далеко не каждый. Потому что ты поднимаешь вес своего тела руками, спиной, но это сложно, реально сложно. Поэтому можно заменить их альтернативными упражнениями. Легче выполнять в блочных тренажерах сначала, а потом уже переходить к более сложным. Я советую начать с этих 3 главных упражнений, о которых мы дальше поговорим. Обязательно досмотрите ролик до конца. Я расскажу про каждое упражнение, как его правильно делать, выполнять, какие есть ошибки. И первое упражнение в этом списке – это тяга верхнего блока, которая формирует ширину спины. Упражнение номер 2 – тяга нижнего блока, которая формирует толщину спины. И упражнение номер 3 в нашем топе, которое часто игнорируют, но оно очень хорошо растягивает именно широчайшие мышцы спины. Существует множество разнообразных хороших упражнений, но именно эти есть в каждом зале. То есть не везде есть хаммеры, не везде есть какие-то блочные тренажеры. А эти есть вообще в любой качалке. Я использую сам эти упражнения, даю им своим людям, их легче всего понять, нежели чем какое-то там сложно сочиненное упражнение. Эти прям как база. База-то мы все знаем, что это подтягивание, но подтягивание не все могут сделать. Поэтому мы заменяем его тягой верхнего блока. Но за голову лучше не делать. А расскажу дальше почему. Напишите в комментариях, какое у вас самое любимое упражнение, что вы любите. Давайте разберем частые ошибки, которые случаются в этих упражнениях. Например, тяга верхнего блока. Во-первых, ноги ставят так неудобно, что, допустим, пятки отрываются. И получается, что нужно ноги поставить четко на всю стопу. Бывает, что они отклоняются слишком много и тянут к груди. То есть, если рассматривать, что мы качаем широчайшую мышцу, то так качается круглая мышца. Нужно, чтобы локти, ты мысленно тянешь их к тазу, но нужно не перерастянуть мышцу. Вот это правильное выполнение. А бывает, что делают вот так. То есть лишняя амплитуда, перерастяжение. А еще бывает, что сильно, если сожмешь кулак, то все останется в руках. У тебя вся нагрузка уходит в предплечье и в бицепс. До спины практически не находит. То есть, получается, нужно представить, как будто ты крючками зацепился. Еще такой момент, что ты мысленно должен сопровождать само движение. То есть, называется ментальная связь. Слышали такое выражение, качки тупые? Качки не тупые, просто они полностью погружаются в процесс. Я своим людям, своим подопечным всегда до них дотрагиваюсь. И говорю, сейчас будет ментальная связь. Ты дотрагиваешься, и человек сразу начинает понимать, что он делает, какую мышцу ему надо почувствовать, что происходит. Как руки убираешь, все, у меня руки болят. Так, друзья, правильное выполнение тяги верхнего блока. Мы садимся и спину держим ровно. Локти немножко выводим вовнутрь, чтобы подключилась вся широчайшая спины. И ведем до негативного ощущения в плечах. То есть не слишком низко, где-то примерно, если ориентироваться, до подбородка. Мы ведем от негативного ощущения в плечах до негативного ощущения в плечах. То есть не расслабляем полностью мышцы, а работаем в короткой амплитуде. Соответственно, можно увеличить вес. А когда увеличиваешь вес, тогда и происходит главное изменение в твоей жизни. То есть ты начинаешь расти. Еще такой ориентир. Есть такой ориентир, этот провод, он должен двигаться, не отклоняясь. Следующее упражнение, которое мы разберем, это тяга нижнего блока. Частые ошибки, когда бывает ноги высоко ставят и опрокидывают корпус туда. Получается максимально неудобное движение. Опять же, сильно сжимают тут кулак, и нагрузка остается вся в руках. И заводят локти за спину. То есть перевыполняют, так скажем, то, что нужно, перерастягивают. А правильное выполнение нужно следить не за рукояткой, чтобы она дотронулась до тебя, а за локтями. То есть локоть тянем
до спины. То есть мы сидим прямо, спина ровная, руки как крючки и тянем локтями к низу, грубо говоря. То есть и сопровождаем это все мысленно, тогда максимально включится спина. Третье упражнение в нашем списке — это пуловер. Оно максимально растягивает широчайшие мышцы. Можно выбрать несколько рукояток. Ну, возьмем самую простую. Часто ошибки, когда ты выполняешь это упражнение, особенно мальчики, не сгибают ноги. Стоят вот так вот, центр тяжести переносит вперед, то есть встают вот так вот, и у них ничего не получается. То есть само движение не получается. А нужно что сделать? Согнуться чуть в коленях, руки где-то примерно на уровне ушей, тянуть как бы по параболе. То есть тянем, как будто ковшик копает. То есть и стоим как горилла. Руки как крючки. То есть мы не сжимаем кулаки. Это везде такое правило работает, потому что нагрузка уйдет в бицепс иначе. И это, кстати, единственное упражнение, где с энергистом будет выступать трицепс, а не бицепс. Правильное выполнение. Мы немножко сгибаем ноги в коленях, сильно спину не прогибаем, держим ее достаточно ровной. И все, и движемся по параболе. То есть сначала вниз, и потом тянем на себя, чтобы локти не зашли за спину. То есть мы сглаживаем еще углы. Максимально попадает в широчайшее, что делает V-образность. Хочется отметить, если вы делаете постоянно в одном весе, к которому уже привыкли, то есть ваша мышца адаптируется, и она просто не будет расти. То есть нужно всегда увеличивать вес. Типа по чуть-чуть, потихонечку, помаленечку, но мышца и будет расти. То есть важно следить за прогрессией в любом упражнении. То есть что это будет тяга верхнего блока, что это пуловер, что тяга нижнего блока. Из этих трех упражнений мы примерный комплекс, что мы делаем тягу верхнего блока 4 подхода по 12-15 раз. Важно помнить, чтобы для активной гипертрофии в нагрузке ты находился от 30 до 50 секунд. Тяга нижнего блока также делаем 4 по 12-15 раз. И пуловер можно сделать 3 подхода по 15. Можно еще добавить четвертое упражнение, про которое мы не говорили, но на низ спины — это экстензию. Про нее я расскажу в следующем ролике. Если четко, правильно делать все эти 3 упражнения, то у вас спина будет гореть, мышцы будут просто полыхать. Вы будете вспоминать: о, Рустик красава вообще. Но не забывайте про технику и про увеличение веса. Также очень важен сон, питание. Без этого вообще ничего не случится. Поддержите это видео лайком и обязательно подписывайтесь. А также смотрите другое видео, где я рассказываю, что я понял за 9 лет работы фитнес-тренером.